Снова привет! Это третья часть о минеральной вате. Минеральной вате. Скоро эта вата будет уже сниться. Надеюсь, что это не будут кошмарные сны. Flash Records. Прежде чем ответить на несколько оставшихся вопросов, я хочу еще разок пояснить, какие панели куда крепятся. Да-да, это не всегда понятно даже после 2, 3 или 4 объяснений. Самое первое, до того, как начать расстановку панелей, делаем предварительную расстановку мониторов на слух. Не обязательно делать замеры с помощью микрофона в пустой комнате. О том, как делать расстановку мониторов, я говорил в 10 и в 11 видео. Так вот, первый шаг – это устанавливаем самые массивные панели – бас-ловушки. Ничего не крепим намертво. Через несколько минут я покажу простые варианты предварительного крепления панелей. Если у вас нет возможности закрыть углы полностью от пола до потолка абсорбирующим материалом, то тогда хотя бы устанавливаем одну панель толщиной 15 см в каждый из 4 углов. На какой высоте устанавливать, наискосок или нет, это будет зависеть от размера комнаты и от акустических замеров. Далее, если нужно, делаем небольшую корректировку расположения мониторов. Затем крепим дополнительные бас-панели. Где их крепить, будет зависеть от акустических замеров. Вероятнее всего, 2 панели по 15 см будут находиться на передней стене, между мониторами. Другие 2 панели на боковых стенах, ближе к углам. Если есть возможность закрыть эти места от пола до потолка, то делайте. Углы на полу и на потолке ведут себя точно так же, как углы стен. Вот в этих местах происходит усиление низких частот и появляется низкочастотный гул. После этого снова делаем корректировку расположения мониторов, если нужно. Все это время мы пытаемся уменьшить, то есть сделать тише низкочастотные отражения и время затухания этих отражений. То есть пытаемся сделать так, чтобы бочка и бас не имели гулкий хвост на частотах ниже 250 Гц. Далее продолжаем с бас-ловушками на задней стене. Если есть возможность поставить бас-ловушки по углам от пола до потолка, то ставим их. Если нет такой возможности и есть только 2 небольшие бас-ловушки, то с помощью замеров ищем, где их поставить по углам задней стены. И затем берем дополнительные 2-3 панели толщиной 15 см, если они у вас есть, и ставим их приблизительно сюда, по середине задней стены, руководствуясь замерами. После этого снова делаем корректировку расположения мониторов. Теперь, если замеры показывают, что на частотах от 60 до 200 Гц есть 2-3 больших провала, то не расстраивайтесь. Это не так критично, как кажется. В одном из следующих видео я более детально объясню о пиках и провалах в низкочастотном диапазоне. Если у вас еще остались 2-3 панели по 15 см, то их желательно подвесить к потолку, приблизительно над тем местом, где вы сидите. И снова повторю, ничего не крепите намертво. Для поиска расположения облачных панелей, то есть тех, которые крепятся к потолку, можно сделать 2 деревянные рамы в виде футбольных ворот и на них временно подвесить панели. В любой момент эти ворота можно подвинуть вперед-назад, и висящие на них панели можно сдвинуть влево и вправо. В итоге все эти бас-панели, бас-ловушки будут являться минимальной основой для поглощения низких частот. Теперь можно приступать к расстановке среднечастотных панелей толщиной 5-10 см. В зависимости от размера комнаты могут понадобиться только панели толщиной 5-7 см. Если вы будете сами делать все панели, то сначала можно поместить вовнутрь деревянного каркаса одну плату из минваты и позже, если нужно, добавить вторую. И тут мы плавно подошли к теме акустические панели своими руками, а вернее каркасы для акустических панелей. То, что внутри этих каркасов будут находиться минеральная вата, это и так понятно. Я не буду делать отдельного видео о том, как делать эти деревянные каркасы и как туда вкладывать вату, или как я делал вот эти панели. О том, как изготавливают коммерческие панели, можно посмотреть видео от Adam Audio. Я приложу линк в описании этого видео. Но я хотел бы поговорить о нескольких небольших нюансах,
при изготовлении каркасов и того, что касается вредности или невредности минеральной ваты. Смотрите, мы делаем каркас из деревянных реек для панелей, для плат минеральной ваты толщиной 5-7 см. Помните, я сказал, что возможно понадобится добавить второй слой. Поэтому временно, пока вы тестируете, оберните эти панели любой тонкой тканью. Постельное белье тоже сойдет. Поэкспериментируйте с расстановкой панелей. Если надо добавить второй слой ваты, добавьте. Клеить платы друг к другу не надо. Можно просто обернуть каркас вот такой клейкой лентой, чтобы вата не выпадала. У меня во всех панелях часть ваты выступает за пределы каркаса с задней стороны. Это потому, что я не знал, сколько точно понадобится панелей и какой толщины они будут. И не хотел утяжелять вес самой панели. Следующий момент. Допустим, вы сделали каркас толщиной 10 см. Положили туда вату и решили сзади закрыть панель фанерой, наподобие того, как это делают в шкафах. Тем самым, сами того не подозревая, вы ухудшили степень погмощения этой панели. Не надо закрывать заднюю сторону сплошным слоем фанеры или картона. Если вы хотите укрепить панель, то можно по углам прикрутить деревянные уголки или вот такие планки. Также не надо прокладывать ничего между слоями ваты. Если хотите увеличить степень абсорбции, то наоборот, лучше сделать небольшие воздушные зазоры между слоями. Еще один момент. Не надо спрессовывать и вдавливать минеральную вату. Если ужать плату толщиной 7 см до 5-4 см, то тем самым мы уменьшим степень поглощения и увеличим степень отражения такой панели. Отверстия по периметру каркаса. В некоторых коммерческих панелях делают круглые дырки или декоративные разрезы в каркасе. Это делается для того, чтобы увеличить степень поглощения среднечастотных и низкочастотных отражений. Если сделать в каркасе отверстие и повесить каждую панель на расстоянии 10-15 см друг от друга, то часть отражения от стен будет абсорбироваться через эти отверстия. Тот же принцип, как и с воздушными зазорами между стеной и панелью. Как сделать воздушные зазоры между стеной? Вариантов много. Я лично прикрутил сзади каждой панели вот такие колышки. В колышки вкрутим крючки, на которых, собственно, эти панели и висят. Также на стены можно прикрутить рейки толщиной 5 см и уже на них повесить акустические панели. Теперь я обещал рассказать, как сделать предварительную расстановку панелей, до того, как крепить их к стенам. Вот эти бас-ловушки стоят друг на друге. До того, как появилась нижняя часть, верхние панели стояли на вот таких подставках. Также панели можно поставить на доску, которая просто лежит на двух картонных коробках или на чем-нибудь подобном. Еще один вариант временной подставки – это вот такие регулирующиеся по высоте планки-подставки. На этапе планирования и тестирования эстетика не важна. И еще один вопрос, который очень часто задается, это чем обтягивать акустические панели из минваты. Один из подписчиков написал следующее. Практически все русскоязычные видео об акустических панелях твердят, что вату нужно изолировать изоспином или чем-то подобным. В англоязычных видео на этот счет вообще не заморачиваются, даже в профессиональной среде. С чем это может быть связано? С тем, что минвата на самом деле не вредна, и это все наши российские байки, оставшиеся после стекловаты, или на Западе другая минвата. На Западе та же вата, и сахарная вата, и стекловата, и минвата. Попробую ответить, но мой ответ не является ответом эксперта-биолога, изучавшего влияние минваты на протяжении долгих лет и подтвердившим, что частицы, выделяющиеся из минваты и распространяющиеся в воздухе небольшого помещения, действительно вредны для здоровья и вызывают рак легких. За последние 30 лет было сделано несколько исследований в этой области. Участвовали разные страны, разные ученые, но ответ неоднозначный и непростой. Дело в том, что минеральная вата вредна во время производства для работников заводов и вредна для тех, кто каждый день работает с этой ватой, например, строители. В большинстве исследований изучалось влияние склеивающих элементов ваты типа фенол.
и какое количество токсичных частиц должно находиться в воздухе, чтобы они негативно повлияли на здоровье. В свое время я изучал документы, исследования канадских ученых и ученых Евросоюза. Однозначного ответа нету. А то, что касается использования минваты в качестве акустических панелей, эта тема вообще не рассматривается и навряд ли когда-либо будет рассматриваться. Я вам скажу свое личное мнение. В Северной Америке минвата и стекловата используются почти во всех жилых домах с начала 40-х-50-х годов прошлого века. Вата закладывается в стены, сверху натягивается слой целлофана и поверх этого крепится гипсокартон. Самая обычная конструкция. Так как вата находится внутри стен, то особых вопросов о здоровье не возникает. За последние 20 лет производители минваты немного поменяли технологии производства и заменили определенные элементы на более экологичные. Надеюсь, что так оно и есть. Однозначно можно сказать только одну вещь. В комнате со статически висящими панелями, типа как у меня, сделанными из минеральной ваты, не будет такого большого количества токсичных частиц, как на производстве или на строительной площадке. Все равно вопрос о вреде ваты остается открытый, и я лично придерживаюсь следующего. Для того, чтобы минвата могла использоваться в качестве акустических панелей, воздух должен проходить спереди и сзади панели. Поэтому в производстве коммерческих панелей используют ткань, которая свободно пропускает воздух, не воспламеняется и может быть окрашена в определенный цвет. Как определить, хорошо пропускает ткань воздух или нехорошо? Берем ткань и дышим сквозь нее. Если дышать легко, то ткань хорошо пропускает воздух. Если дышать тяжело или невозможно, то ткань плохо пропускает воздух. Давайте зададим дополнительные вопросы. Если ткань плохо пропускает воздух, как это повлияет на звук? Или что, если закрыть панель целлофаном? И каким целлофаном? В свое время я сделал несколько экспериментов с различными тканями и целлофаном. Та ткань, которую вы видите у меня на панелях, довольно-таки легко пропускает воздух. 2 слоя этой ткани пропускают воздух примерно так же, как медицинская маска N95. Я пошел в магазин тканей и попробовал, купил несколько материалов. Исключил те ткани, через которые очень легко дышать, и путем пробы и ошибок пришел к тому, что ткань может быть тонкой или толстой, но воздух через нее не должен проходить слишком легко. Это не обязательное требование. Я сделал несколько акустических замеров, используя разные ткани и материалы, использующиеся в изготовлении медицинских масок и антиаллергенных фильтрах. Чтобы не усложнять это видео, только скажу, что более плотная ткань уменьшает степень поглощения высоких частот от 5 Гц и выше. Ничего плохого в этом нет. Высокочастотные отражения от стола в десятки раз больше, чем отражения от плотной, плохо пропускающей воздух ткани. На поглощение средних и низких частот плотная ткань мало влияет. Степень поглощения этих частот почти не изменится. Что насчет целлофана? Если мы используем панель в качестве бас-ловушки, то целлофан никак не ухудшит степень поглощения низких частот. Как я уже показывал, часть бас-ловушек у меня в комнате обернуты плотным целлофаном, и еще несколько бас-ловушек и среднечастотных панелей я обернул в один слой кухонного пластика. Это тот, которым оборачивают упаковки еды. Покажу вам несколько замеров с кухонным пластиком. В лабораторных условиях эти измерения делаются по-другому, но для наших скромных целей подойдет обычный измерительный микрофон и обычная комната. Я беру панель с минватой, на которой натянута тонкая ткань. Ставлю микрофон на расстоянии 10 см и прогоняю тестовый тон на громкости 75 SPL. Далее оборачиваю панель в один слой кухонной пленки и повторяю замер. То, что я пытаюсь здесь установить, это только степень или по-другому громкость отражений от пленки. На первом графике без кухонной пленки первые отражения имеют вот такую громкость, а это вторые, третьи и четвертые отражения. С кухонной пленкой громкость отражений немного увеличивается. Если посмотреть, на какие частоты влияет пленка, то видно, что это высокие частоты. Вот это без пленки, а это с пленкой. Теперь, если отодвинуть панель с пленкой на 40 см от микрофона,
то громкость отражений уменьшается. Если взять комнату среднего размера, то громкость отражений от панелей, висящих на стенах и покрытых кухонной пленкой, будет очень незначительной. Но учтите, не все так безобидно. Панели, покрытые пленкой, уменьшат степень поглощения средних частот. Поэтому для себя я решил, что только часть панелей будет покрыта пленкой, а другая часть будет без пленки. Вентиляция комнаты. Минеральная вата или любой другой материал. В комнате должен быть свежий воздух. Комната обязательно должна проветриваться. Если в вашей комнате есть окно, то, пожалуйста, не закрывайте его намертво, не замуровывайте. Если окно находится где-нибудь слева или справа от того места, где вы сидите, то прикрепите акустические панели так, чтобы их можно было легко снять или подвинуть и открыть окно. Если вы планируете открыть коммерческую студию, то отнеситесь серьезно или более серьезно к вопросу вентиляции. В очень многих студиях эту тему вообще не учитывают, и это грубая ошибка. А если в студии много панелей из минеральной ваты, то запах, плохой запах, гарантирован на протяжении многих лет. Различные ароматизаторы, свечки-вонючки, запах кофе, машинки, выдувающие озон – это временное решение проблемы с запахом и только могут усугубить ее. Но запах – это мелкая проблема. Самое важное – это свежий воздух и влажность в комнате. Поэтому, если у вас в комнате есть окно, не заколачивайте его. Небольшой кондиционер – хорошо, но это не решит проблему со свежим воздухом. Просто пользуйтесь окном. Последнее, что хочу сказать, несмотря на то, что в некоторых рекламах работники берут Минвату голыми руками и не используют маски, пожалуйста, работайте в перчатках и в маске. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем пока!